Нам на глаза попалось 2 интервью с людьми, которые освещают нынешнюю войну и находятся в постоянном контакте с действующей российской армией. Одно с телеведущей Анастасией Кашеваровой, другое с военным корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным. Кашеварова в 2-часовой беседе, опубликованной 9 мая, еще раз подтвердила свое неофициальное прозвище Z-правозащитницы. Девчонки мне говорят, мы сами там, Настя, ты посмотри, что творится у ребят в госпиталях, которые полностью лежачие. Они же в моче своей вот лежат там, они же гниют заживо. От них там родственники даже отказываются. Но если родственникам не нужен, то он никому вообще не нужен, получается. Санитарка мне говорит, у меня 30 тысяч рублей, я же не могу всех. У нас в редакции была мысль кратко пересказать тезисы Кашеваровой. Однако вместо нас это сделал ее собеседник Вадим Авва. Ты тогда написала: «Я хочу, чтобы были услышаны те, кто трубит о жуткой вакханалии в рядах армии, где должна быть дисциплина и сплочение, а на деле поборы, избиения, мошенничество, торговля наркотиками, семьи пропавших без вести на СВО, мобилизованные срочники, которых заставили подписать контракт или подписали за них, семьи тяжелораненых, которым нужна длительная реабилитация, а не 20 дней». В общем, это такая жуткая картина, ты описываешь, да, реальность. На всякий случай заметим, что Авва никакой не иноагент и не оппозиционер, а публицист, переехавший в Россию из Латвии и ставший героем документального фильма от Первого канала «Они выбрали Родину». Он даже нашел, так сказать, оправдание для российской армии, мол, в ВСУ все то же самое. Другое интервью взял Вячеслав Манучаров у Евгения Поддубного. Взял еще в январе, но на YouTube оно было выложено пару дней назад, потому мы и обратили на него внимание. Собеседник Манучарова Евгений Поддубный, герой РФ, кавалер множества боевых наград. Он считается главным российским военкором после Александра Сладкова, а может уже и наравне. Поэтому его мнение о войне заслуживает интереса. Перед тем, как начнем, только как обычно напомню. У нас в описании инструкция по обходу российских блокировок. Там много способов, в том числе и бесплатные. Ее уже больше 1 миллиона человек посмотрели, посмотрите и вы. Среди прочего, мы там сделали краткий обзор видеомессенджеров, которые пока не заблокировали, чтобы можно было с родственниками созвониться, которые пока еще не освоили VPN. Спонсирует наш гайд сервис MaxSwap. Это криптовалютная альтернатива зарубежным банковским картам. Ими можно расплачиваться за границей и в интернете. Ссылка на них также в описании. Интервью Поддубного вышло на канале «Эмпатия Манучи», гостями которого в свое время были Сергей Лавров, Маргарита Симоньян и Карен Шахназаров. Рассчитан такой контент, пожалуй, на самую вдумчивую часть Z-лагеря. На тех провоенно настроенных зрителей, которые предпочитают какие-то развернутые идеи, а не первобытные вопли Соловьева. А потому особенно интересно посмотреть, какие мысли о войне на таком канале будет транслировать топовый российский военкор. В самом начале интервью Поддубный обнадеживает и ведущего, и аудиторию. Война скоро не закончится, и неизвестно, какую еще цену придется за нее заплатить. Посмотрим фрагмент чуть больше минуты. СВО. Судя по карте, мы очень близки к тому, чтобы территорию новых регионов взять под полный контроль, судя по сводкам и по картам, которые мы сегодня видим. Это действительно так? С одной стороны, мы идем вперед, шли вперед весь прошлый год, но с другой стороны, нам предстоит еще, по сути, главная битва за Донбасс. Потому что север Донецкой Народной Республики – это Славянск, Краматорск, Дружковка. Это такой очень крепкий орешек. И после того, как еще в 2014 году отряд Стрелкова оставил Славянск, в общем, противник с 2014 года вкладывался в то, чтобы сделать из этой агломерации крепость. Поэтому насколько мы близко и сколько нам нужно будет заплатить за то, чтобы освободить нашу территорию, это пока вопрос. Напрашивается логичный вопрос. Если Краматорская агломерация – это мощный укрепрайон с эшелонированной обороной, то насколько целесообразно его штурмовать? Насколько хуже будет Россия без Краматорска и Славянска, чем с ними или их руинами?
но еще сотни тысяч убитых мужчин и таким же числом или еще большим покалеченных. Без этой агломерации Россия жила 35 лет. Почему же не сможет существовать без нее и дальше? Однако особенность мировоззрения Поддубного в том, что необходимость любой ценой дозахватить Донбасс, а заодно и Запорожскую и Херсонскую области, для него являются аксиомой, непреложной данностью, которую не нужно даже обсуждать. Мы освобождаем свою конституционную территорию. Военкор, в отличие от Владимира Путина и Сергея Лаврова, не ссылается на референдум 22 года. Хотя, может, и правильно делает, ведь речь идет о территориях, на которых этой процедуры не было. Ни декоративной, ни под дулами автоматов вообще никакой не было. Так или иначе, Поддубный даже не размышляет о мотивах Путина. С какой целью российской армии следует захватывать Краматорск и соседние города? Нужно, потому что нужно, и все. А вместо этого он говорит о мотивах украинских властей. Зачем, мол, они эти города обороняют? А что значит крепость? В чем это выражается? Это, собственно говоря, сформированный, укрепленный район противника с эшелонированной обороной, с годами складывающейся логистикой. Мы же знаем, что для киевского режима очень важна политическая целесообразность. И мы понимаем, что в этот укрепрайон они будут вкладываться и не жалеть людей, не жалеть технику. Вообще ничего не жалеть, никого. Однако есть момент, когда вне контекста и не поймешь, какую именно сторону имеет в виду Поддубный. Этот последний рубеж будут по политическим мотивам держать до последнего, да, я правильно понимаю? Ну, смотрите, есть же примеры. Они за каждый кусок Донбасса, Донецкой области, как они ее называют, конечно, называется рубятся. И вопреки военной целесообразности, вопреки вообще здравому смыслу, да, уничтожая собственные подразделения. Понятно, что за Славянск они уж будут цепляться всеми силами, всем, что у них есть. Ну, я уже не говорю про то, что у нас довольно много неосвобожденной территории на Запорожье и в Херсонской области. Это тоже очень серьезные боевые действия. Мунучаров задает Поддубному вопрос, который тут напрашивается сам собой. Закончится ли война, если российская армия таки выйдет на административные границы 4 украинских областей? Вот что отвечает Поддубный. А закончится ли СВО, когда границы новых регионов будут под контролем Российской Федерации, как мы этого хотим? А я не знаю. А вы знаете? Я нет. Мне кажется, понимаете, вот для начала же нужно сформулировать, что для нас победа. С одной стороны, Поддубный прав. Если правитель зачем-то затеял войну, то он должен ясно сформулировать, что следует считать победой. С другой стороны, даже в самой циничной логике завоевателя это надо делать до начала войны, а не когда она уже 5-й год идет в формате кровавой тягомотины. Повторю то, что говорил на этом канале еще в феврале и марте 22 года. Война без понятной цели заведомо обречена на провал, независимо от соотношения сил и средств. К примеру, за 10 лет войны во Вьетнаме армия США не проиграла почти ни одного сражения. Американская военная машина на порядке опережала возможности Вьетконга и северо-вьетнамской армии. А результат известен. Более 58 тысяч молодых американцев погибли ни за чем. Цель войны, если уж собрались зачем-то ее затеять, должна быть конкретна и измерима. Должна быть, в принципе, достижима военными средствами. В ином случае воевать бессмысленно, а использовать следует иные инструменты – экономику, дипломатию и так далее. Цель должна быть конечной, иначе война превратится в тупую попытку добежать до горизонта. Сейчас будет довольно длинный фрагмент, где Поддубный формулирует образ победы, как он ее видит. Я предлагаю оценить его слова не с позиции морали и этики, а чисто в сухих категориях. Конкретность, измеримость, конечность и достижимость поставленных целей военным путем. Как по мне, для нас победа – это очень такое комплексное явление, где территории – это не самое главное, и границы – это не самое главное. Мне кажется, для нас в этой связи победа – это некое бетонирование
того, что мы сами для себя сделали в момент специальной военной операции, кем мы стали, куда мы идем. Вот если мы сможем переосмыслить себя, пересобрать, вообще понять свое место на земном шаре. После или во время? Во время, а у нас другого варианта не будет, мы же только под давлением способны к переосмыслению. Вот мне кажется, это главное, чтобы мы, собственно, не смогли больше упустить свою страну, своих детей, чтобы не было 91-го года у нас больше. Военкор Поддубный – одно из первых лиц путинской военной журналистики, если можно так сказать. Так-то он рисует перед зрителями довольно безрадостную картину. Российской армии предстоит положить неимоверное количество своих же людей, штурмуя наиболее укрепленные позиции ВСУ на Донбассе. После гипотетического успеха, которым не пахнет абсолютно, война не закончится, ведь надо еще взять Херсон и Запорожье. Но даже если и эта задача будет выполнена, бойня все равно продолжится, поскольку описанную Поддубным победу завоевать на поле боя невозможно вообще. Не потому, что в армии не хватает людей и царит пузиковщина, а потому, что если цели войны переосмыслить себя, не допустить повторения 91-го года и забетонировать то, что мы сами для себя сделали, то тут бессильна армия любого государства, вплоть до Галактической империи. Каждая из озвученных целей настолько абстрактна, будто Поддубный о произведениях современной живописи рассуждает. Каждая его фраза допускает сотни разных трактовок. И главное, ничто из сказанного не достигается боевыми действиями. Да, с помощью пехоты и танков можно захватить территорию, но как ты завоюешь переосмысление себя? А чтобы не случился новый 91-й, тут же вроде как раз нужно не вести долгую войну, в которой невозможно еще и победить. Ведь фундаментом 91-го стал, среди прочего, ввод советского контингента в Афганистан, растянувшийся на 10 долгих лет. Сейчас быстро прервемся на рекламу, а дальше посмотрим еще фрагмент интервью Поддубного и обсудим все это дальше. Если вы учите другой язык, то наверняка знаете, учить нужно каждый день, чтобы вы не вспоминали грамматические конструкции из раза в раз, а использовали их автоматически, как на родном языке. А еще крайне важна регулярная практика. Ведь то, что вы не используете, в памяти не откладывается. Так устроен наш мозг. При этом репетитора позволить себе может не каждый. Да и терпеливый друг-носитель есть тоже не у всякого. Зато у вас наверняка есть Telegram, и вы можете добавить себе ИИ-бот Чатти и практиковаться с ним. И в письме, и в говорении, записывая голосовые. Чатти не только вас поправит и объяснит, где вы ошиблись, и как нужно правильно, но и даст осмысленный ответ, чтобы вы могли практиковать реальный разговор. Давайте попробуем. Вот нас оператор тут как раз изучает английский. Hey Chatty, I'm late to my work because my cat got sick. Your sentence is clear. A more natural way is, "Hey Chatty, I'm late for work because my cat got sick." We usually say late for work, not late to my work. By the way, is your cat okay now? Ссылка на Чатти в описании. Попробуйте прямо сейчас, это бесплатно. А если вам нужен не просто бот для практики, а полноценная образовательная система, которая шаг за шагом доведет вас до нужного уровня, у создателей Чатти есть школа английского Chatty School, где совмещены занятия с преподавателем и практика с ИИ. Первый урок бесплатный. На нем определят ваш уровень и слабые места, подберут вам персональную программу под вашу цель. А дальше вас ждут занятия 1 на 1 с преподавателем, живые разговоры с носителями и практика с Чатти не даст забыть пройденное. Личный куратор будет на связи и подстроит программу под ваш темп. И вы сами заметите, как начнете думать на английском, а ваши фразы станут более грамотными. Ссылку на школу тоже оставлю в описании. По промокоду КАЦ действует скидка в 50%. Спасибо, что смотрите рекламу, и эту, и в начале. Она позволяет нашему каналу оставаться независимым. Продолжим. В ходе дальнейшего разговора Манучаров и Поддубный еще раз обращаются к целям войны, и гость программы выдает 1,5-минутный монолог на эту тему. Тут я бы хотел провести своего рода эксперимент. Обычно мы избегаем слишком долгих видеовставок, но этот монолог дадим прям целиком. А вы, пожалуйста, напишите в комментариях, что из этих слов вы поняли и как их можно интерпретировать.
Мне кажется, что главная эта цель специальной военной операции, она внутри нас, и внутри страны, внутри общества. Нам надо было все-таки определиться, кто мы, зачем мы и куда идем. Мы это сделали уже, нет? Мне кажется, не до конца. Мне кажется, что СВО нам помогло, знаете, как сформировать органическую идеологию. Когда идеология не прописана, Она внутри. где-то там в Конституции, да, или где-то не какой-то там рабочий документ, а это абсолютно естественным путем сформированная идеология общественная, да, которую тоже можно там сформулировать 3 словами, но она рождается сейчас. В муках рождается, и общество не всегда готово принимать это, и у нас разное очень общество. Есть та часть общества, которая, конечно, там, пытается вытолкнуть, вообще оттолкнуть это все от себя, я имею в виду вообще происходящее все, и последствия боевых действий, и изменения в общественной жизни, да, ну, нравится людям по-другому жить, да, не так, как после 24 февраля 22 года. Но в любом случае это органика. Это не вживленная деталь какая-то, да, титановая, это органика. И мне кажется, вот это очень важная цель специальной военной операции для меня лично. А что касается там организации более справедливого мироустройства, сложный очень путь. Военкор Поддубный наиболее комфортно себя чувствует, когда говорит не о целях российской армии, а об Украине и украинских властях. Вопрос, зачем вообще воюет Россия, подменяется другим. Не зачем, а против кого. Украина, мол, это антироссия во главе с недоговороспособным наркоманом, которым он чужды человеческие эмоции. Поддубный предполагает, что Зеленский не любит даже собственную семью. Украинское же общество, по словам военкора, это масса отравленной русофобией и немногие разумные граждане, которых замучили карательные органы. Довольно сложно вообще сохранить здравость рассудка в условиях такой пропаганды. Там же они видят, что происходит, что творится. Неужели весь народ, который там остался, до сих пор в бреду и инъекции этой пропаганды? Ну, это же, понимаете, это же пропаганда, которая работает очень давно. Они же видят факты. Поколение сложно видеть факты. Ты рождаешься и живешь в определенной социальной норме. Понимаете, они же сделали страшную вещь. Они ненависть к русским возвели в социальную норму. Кое в чем в этих сомнительных очень в целом заявлениях Поддубный пытается опираться на реальность, но совершенно не рефлексирует насчет причин происходящего. Да почему же вдруг русофобия стала частью социальной нормы? Что такое случилось в 22 году? Что так стало? Этого военкор не проговаривает. По его словам, она как-то проросла после развала Союза. Зато он полагает, что русофобия успешно излечивается на тех территориях, которые российской армии удается захватить. По некоторым формальным признакам с таким утверждением даже поспорить сложно. Ведь если в каком-то уничтоженном городе фактически не осталось населения, то там действительно некому быть русофобом. А немногие люди, которые все же выжили и остались среди руин, они, конечно, будут благодарить всякого человека, который привезет им буханку хлеба и консервы. Будь он хоть с буквой Z на рукаве, хоть с чем бы то ни было еще. Поддубный видит в этом не трагедию, а пробуждение критического мышления. Люди, мол, освобождаются от зомбирующего влияния телевидения. Но в этих рассуждениях снова не сразу поймешь, о чьем именно телевидении говорит военкор. Ну, довольно тяжело вести битву за умы людей, которые находятся под контролем карательных органов, понимаете? Как можно было биться за умы немцев в фашистской Германии? Ну, в общем, мне кажется, это довольно сложно. Первое, что нужно делать, это башенки отключать. Это что значит? Телевизионные башенки. Надо, как у Стругацких, знаете, чтобы минимизировать воздействие пропаганды информационной среды. Я наблюдал эту картину, да, когда мы освобождаем те или иные территории, и башенки выключаются. То есть информационное влияние противника, оно нивелируется, и все. И появляется критическое мышление.
появляется способность сравнивать, оценивать. Что ж там такое льют-то в телевизор? Что Да они так- ничего особенного. Ничего нового там не Да. происходит. Ну, пропаганда, она уж, в общем, много столетий пропаганды. Это системное влияние, которое длится десятилетия. Поддубный рисует свою картину мира, опираясь на так называемую ошибку выжившего. В уничтоженных городах Донбасса остается крохотный процент жителей, иногда доли процента. И вот среди них военкор действительно наблюдал отдельных людей с пропутинскими взглядами. Математически в этом нет ничего удивительного. Если в 14-тысячном Угледаре на момент захвата оставались 116 человек, а потом из этих 116 осталось 25, то очевидно, что большинство из них или фаталисты, или те, кто намеренно дожидался российской армии. А вот остальные 14 тысяч угледарцев из такой статистики исключены. Их никакой российский военкор не спросит, насколько они рады освобождению своего города. Поддубный рассказал Манучарову, что побывал в Бахмуте, где отыскал семью, мужчину с детьми. Семья эта, во-первых, действительно ждала прихода российских войск, а во-вторых, смогла как-то дожить до окончания городских боев. В логике Поддубного 70 тысяч русскоговорящих граждан, ставших беженцами или погибших под снарядами и бомбами, уже как бы не существуют. Зато один мужчина с детьми помог Поддубному найти подтверждение своей правоты и даже некое моральное преимущество. Мне мужик в Артемовске сказал. Я говорю, ты что не ушел? А там все в дыму, война в Крыму, дом горит. Он в подвале бедный с детьми сидит, грязный весь, там, понятно, несколько недель. Я говорю, почему не ушел? Он говорит, я ждал, пока Россия сюда придет. Говорит, что мне из дома уходить? Вот это нам дает моральное право. Считает, что есть у нас это преимущество. Он действительно есть. И его нужно очень беречь. Военкор не уточняет, что стало с этой семьей дальше. Живы ли они? Обитают ли теперь в каком-нибудь пункте временного размещения, в одной комнатушке или ночуют где-нибудь под мостом? Поддубный называет себя человеком рефлексирующим, но в своей истории он обрубает самое главное – начало и конец. Так уж плохо жилось семье с детьми в предвоенном Бахмуте. И что с этими людьми происходит теперь? Военкор говорит о битве за умы, о том, как она, по его мнению, выигрывается, имея в виду тех считанных людей, кто остается на занятой территории. Поддубный с гордостью рассказывает, что немногочисленные жители разрушенных городов и сел теперь лояльны Путину. Но совсем не задумывается, что именно Путин может этим людям дать, какой образ жизни предложить теперь. Допустим, их освободили, но дальше-то что? А дальше ничего. Получается, что с одной стороны их лишили собственного жилья, родного города, а с другой отключили им интернет. И в скором времени сотни тысяч россиян должны погибнуть и покалечиться, чтобы освободить от Ютуба, Телеграма и собственного жилья людей в Славянске и Краматорске, а также в Запорожье и Херсоне. Стоит отдать Манучарову должное. Во время интервью он дважды поднял острую тему, которая выпадает из информационного поля, но в реальности никуда не девается. Речь о мобилизованных. В ЛДНР мобилизация прошла в феврале 22 года, и те, кто до сих пор жив, находятся в войсках уже более 4 лет. В России мобилизационная кампания началась в сентябре 22-го, без малого 4 года назад. Но людей, которые мобилизовали, прошу прощения, в начале СВО, не меняют или меняют? Нет. Люди, которые были мобилизованы, продолжают служить в войсках. С первого дня специальной военной операции? Конечно. У нас не было демобилизации. Те люди, которые в рамках частичной мобилизации попали в войска, продолжают находиться в войсках. Примечательно, что в том же интервью Евгений Поддубный говорит следующее. Понимаете, мы же сейчас воюем с очень важным преимуществом моральным. Мы другие абсолютно. У нас армия добровольцев. Нас никого не ловят по улице, не запихивают в автобус. Люди сами принимают решения и идут воевать. В ходе часовой беседы военкор под давлением ведущего сначала признает проблему мобилизованных, но потом забывает о ней и дальше вещает о моральном преимуществе армии добровольцев. И здесь стоит вернуться к другому интервью с Анастасией Кашеваровой. В его конце слово дали другой женщине в студии, у которой в 22 году на войну забрали сына. Вопрос у нее был простой. Когда, наконец, ей вернут ребенка? Это законопослушные граждане, которые не собирались становиться военнослужащими. Это гражданские обыкновенные люди всех профессий. Тем не менее, 4-й год их служба продолжает оставаться бессрочной, бессменной.
Мы обошли все кабинеты, нас знают в лицо, и мы написали тысячи обращений в Государственную Думу, регулярно ходим на прием в администрацию президента, Министерство обороны, в Генеральную прокуратуру и так далее. Но Кашеварова ничего обнадеживающего не ответила. Живым не вернут до окончания СВО. При этом, как мы услышали из интервью Поддубного, окончание СВО – это такой пейзаж в тумане, или даже вообще туман в тумане. Не потрогать, не измерить. В Ютубе беседу с Кашеваровой мало кто посмотрел, но вот во ВКонтакте диалог с матерью мобилизованного произвел эффект. Много комментариев написали женщины, оказавшиеся в такой же ситуации. Давайте их почитаем. До конца СВО? Вы реально так думаете? Это абсурд. Мобилизованных предали и их лишили дороги обратно. О какой вере в президента вы тогда говорите? Семьи мобилизованных ждут решения о возвращении мужчин домой. Сколько можно издеваться над людьми, лишая их детей возможности жить рядом с близкими? Почему миллионам других мужчин это разрешено, а мобилизованным нет? Мобилизованные – это приговоренные наши люди. Даже зэки, отбывающие наказание, знают, сколько им отмерено. Когда мобилизованные дождутся своего дембеля? Просто невозможно уже. Нет надежды, мотивации и здоровья. Я за мужа билась, когда у них на контракт склоняли. Я заболела очень после этого. Муж остался мобилизованным. А самое главное, что я внутреннего врага в нашей стране боюсь больше, чем внешнего врага, с кем муж бьется на СВО. Как так можно подло поступать с мобилизованными, что после 3-3,5 лет их добивать бессрочными контрактами? Как? Такой гнев в душе поднимается, смотря на все это. Странно, что президент типа не может сделать, чтобы его решения выполнялись. Очень странно. Он опять такой хороший, а вокруг... Не верю. Не бывает так. У меня погиб племянник, мобилизованный в 2022 году. Почти 3 года воевал, и вот. Мой сын мобилизованный. Отслужив 3,5 года, пропал без вести, и ты не знаешь, где можно что узнать. Дали казенное объяснение, и теперь жди. Где узнать матери, с кем поговорить? И разрывается материнское сердце. Сразу взяли и бессрочно. Читаю, люди годами ищут без вести пропавших. Подобных откликов много. Но вот каких комментариев нет совсем, так это о насущной необходимости штурмовать Славянск и Краматорск, а следом с ними Запорожье и Херсон. Нет в России семьи такой, где руины захваченных городов ценятся выше, чем сыновья, мужья, отцы и братья. Насущные интересы граждан находятся в очевидном диссонансе с намерениями Путина воевать до тех самых пор, пока у него воюется. Анастасия Кашеварова и Евгений Поддубный относятся к одному лагерю. Ни тот, ни другой спикер в пацифизме замечены не были. Но интересно наблюдать, как абстрактная риторика Поддубного разбивается о приземленную конкретику Кашеваровой. Он говорит о бесконечных боях за руины пятиэтажек, как о явлении метафизическом. Дескать, нация переосмысливает сама себя. А Кашеварова говорит про лежащих раненых, которые ходят под себя и заживо гниют. И про разрушенные семьи, где дети уже годами растут без отцов, а жены давно живут как вдовы, хотя их супруги еще живы. Не буду скрывать, мне и нашей команде неприятны многие из тех людоедских тезисов, которые транслирует Кашеварова как Z-блогер в своем телеграме. Но размеренная и лишенная грубых слов речь Поддубного неприятна вдвойне, так как это полный отрыв от реальности и попытка словесно облагородить ежедневный ужас войны, который продолжается без причины, без цели, без сроков и ломает жизнь десяткам миллионов. До завтра.